Приветствую вас на канале Папы Карла. Сегодня у нас приятные полезности. Гильза-уловитель. Вот так он компактно выглядит. В рюкзачке можно носить. Для чего? Для полуавтоматов, чтобы в грязи, в траве не искать. Сразу в мешочке складываются гильзы нужные. И еще один лайфхак. Подставка под оружие. Весьма полезная вещь и для коррекции стрельбы, и для чистки. Я сделал из алюминиевого профиля. Обрезки у меня были какие-то. Автомобильный домкрат вертикального типа. Ну, здесь на болтах все соединил. Для коррекции стрельбы очень даже. Ну и по размеру своего оружия подбираете заднюю часть. На примере покажу, как это все выглядит. Итак, гильза-уловитель. Вот такая вещь. Это из жести простой. Неодимовые магниты из жестких дисков компьютерных. Вот здесь большой, там есть маленькие, большие. Вот большой здесь хорошо. На винтике его. На винтике и вот этот лейкопластырем раз, чтобы он не царапал. Закрыл и все. Ну и мешочек сам. Я делал под свой АК-47, но он подходит под многие системы Калашникова. Я покажу. Здесь большой, тоже магнитик неодимовый. Здесь два поменьше. Итак, наше оружие. АК-47 классический. Ему сразу вот так планочку раз. Тут главное, чтобы ничего не мешало затворной раме. Поэтому все ради них. Здесь большой магнитик тоже на мешочке сразу, где деревяшка с железом соприкасается. Ну, магниты они, да, сами уже липнут. Ну, в общем-то, и все. Ничего не мешает. Затворная рама. Все рабочее. Этот магазинчик снимается. Свободно одевается.
А теперь покажу на другом. Один момент технически достать девайс. Это Вепрь Супер. Потом я сниму обзор, как я его облагородил, как он стреляет. Молодец. Пока ничего не сделаешь сам. Итак, гильзоуловитель. А да, здесь с планочкой надо, да, как без планочки-то неудобно будет, да, так там, в принципе, и так, в принципе, все лезет, но надо показать, наверное, с планочкой. Ну ладно, что, сейчас оденем. Ну вот, поставил я планочку, прицельчик на нее, чтобы все было натурально. Итак, гильзоуловитель. Так вещь-то такая, чтобы не мусорить, природу сохранять. Вот мы планочку. Не забываем, что здесь главное не мешать затворной раме. Мешочек. Все, это, в общем-то, быстро делается. Это здесь перед камерой на стойке, чтобы видно было. На самом деле, да, раз, руки дрожат, голос дрожит. Ну, как-то так, да. Вот здесь под нагель хорошо. У Супера железо-то меньше. Деревяшка, здесь нагель. Винт металлический. Ничего не мешает затворной раме. Магазинчик свободно. Неудобно одевать. Небольшое дополнение. А как перезаряжать? Откидывать просто магнитик с этой стороны. И рама свободная. Так что вот ну и видео, как гильзоуловитель работает. Мешочки наполняются гильзами. Смотрим. Ну и вот. Полный мешок с гильзами. Открываем.
Снимаем. И высыпаем. Ну вот полный магазин туда и да. Не, вещь автомат, конечно. По размеру, пожалуйста. Так побаловался. Зомби апокалипсис. Для фонарика, на всякий случай. Ну и вот троечка. 3 гильзы в мешке. Теплые. Да, где там они? Не видать. Ну ладно. Сегодня такие вот приятные полезности. Я думаю, вы оцените. Поддержите. Подписывайтесь. И до новых встреч!